Короче, сегодня погода против нас. Вот рабочий комбинезон. Это ж не водой я поливаю, да. Натренированный, видишь? Короче говоря, херня, загрузка я уже вижу. У меня вообще 3 комплекта одежды. Носки заправил. Мороз и солнце. Друзья, день не очень чудесный, холодно очень. Короче, какие-то новые у меня вот инновационные загрузки. Подъехал близко к эстакаде. Сейчас тут будет заскакивать газончик, самосвальчик. Первый раз такой сюрприз. Короче, каждую загрузку что-то новое. И сразу сваливает туда все. Вот разок уже он сыпнул. Как-то я не знаю, я так еще не грузился. Приехал, залетел, высыпал и уехал. Даже ничего не это. Может, надо там что подрегулировать. Лопаты нет у меня своей. Сломалась, я ее выкинул. Нафиг. Тут вот видите, как по уму. Ну не по уму, но так уже по-своему я захимичил с этой шлангой на гидравлику. Но все же лучше, чем было на той машине. Все цивильней так сделано. Автономка орет, не успокаивается. В кабине дубарь, на улице дубарь. О, прилетел. Сейчас нас, короче, засыпет пылью. Натренированный, блин, видишь? Так. Не, ну прикольно. Не знаю, как мне будет, насколько потом прикольно там лазить. Вся пыль, короче. Лицо. Смысл понятен, да? Вот, носки заправил. Это такой средний у нас прикид. Семочку я когда лезу, я одеваю там комбинезончик. Купил себе маленькие сапоги. Спрятал их здесь. Ой. Здесь у нас в пакете есть сапоги. Короче, потихоньку я тут закупаю себе средства защиты. Очень, короче, трудно, чтобы все было чисто в такой работе. Сейчас он там что-то регулирует и типа вперед-назад. Вот машет. Так он не едет нифига плавно этот DAF. Хоть и на черепашке, все равно как смыканет. Короче говоря, херня, загрузка я уже вижу сразу. Тут надо, чтобы кто-то был наверху, а я проезжал. А туда-сюда бегать, ну как-то ни о чем. Ближе к концу, походу, уже подходит, но он что-то сам там начал, короче, подгребать. Не знаю, сказал бы уже конкретно, что я там сам все сделаю, сиди в кабине, да и все. То я пару раз выпрыгнул, а он машет, проезжай. И вот только и успевает тут эти семки.
много рассыпается. Что-то шипеть начало тут. Это нам не надо. Ну, может, оно и нормально будет. Такой, вроде как, появляется так называемый кабанчик. Короче, сегодня погода против нас. Ветер не дает нормально закрывать тент. Короче, надо быть аккуратным, иначе можно улететь. Сейчас мне Димон помог, наш водитель тоже. Так если б сам, то, конечно, не прикольно его ловить. В общем, вот так. Вот так вот мы загрузились. Углы у нас пустые, лопаты нету, чтобы разровнять. Ну, кабанчик небольшой есть. Вот. Да и загрузка какая-то непонятная, я, честно говоря, первый раз так загружаюсь и нормально распределить. Надо либо там сидеть с лопатой кидать. Короче, я вам покажу все-таки вообще. При нормальных раскладах переодеваешься и занимаешься этой всей загрузкой. Смотрите, какие я потом чистые штаны. Вот рабочий комбинезон. Это теплый. На лето надо будет что-то другое. То есть роба как бы есть, но опять-таки я же повторяюсь, надо либо переодеваться и заниматься загрузкой, либо сидеть в кабине и проезжать, отъезжать. Повыдували немножко пыль. Наведем сейчас тут. А то я все покидал. Вот свою чистую куртку рабочую спрятали в пумбалюк. Вся роба, все у нас прячется. Я вообще стараюсь даже в рабочей куртке не садиться за руль, но иногда приходится. По поводу робы, вот чисто моя как бы рекомендация. Иметь не тканевое, да, вот как есть теплые вещи какие-то, а вот такое что-то, плащевочка, чтобы оно не напитывало пыль. То есть ты ее сдул пистолетом, пыль, и все, и у тебя, грубо говоря, штаны чистые. Или вот протер влажной салфеткой, тряпкой, да, и все. И оно сейчас 1 минута, они высохнут. Ну, это ж не водой я поливаю, а также и куртка, либо какая-то термичная, чтобы было, чтобы ты его мог протереть и легко сдуть с него пыль. А все вот эти тканевые даже коврики, да, вот я не очень люблю, вот даже вот этот коврик, оно все напитывает пыль. И потом ты этой пылью тут дышишь, блин, в кабине. Ну, то есть на зиму, конечно, хорошо теплые коврики. Ну, я больше склоняюсь, вот, типа, заменитель какой-то. То ли это эко-кожа. А так это все протер. И ты, ну, не в идеальной чистоте, но, тем не менее, не напитываешь пылью. Тут вот тоже на этом сиденье есть кожаные вставки. Протираю, и пыли нету. Подголовничек у нас тоже кожаный. Голуби, голуби. Водички. Я вот руки помыл, они сразу на водичку, эти голуби. Короче, нормально загрузили, почти 25 тонн. Вообще хотел сказать я, ну, ветреная погода, короче говоря, она, в общем-то, в любой работе, наверное, не очень хорошо влияет. На шторе как бы тоже не фонтан
на улице бегать. И по поводу робы, да, вот опять же рекомендация или мои чисто поделюсь, как у меня. У меня вообще 3 комплекта одежды. Это чистый комплект, то есть тот, в котором я приезжаю из дома и домой еду. Я могу в нем сесть и за руль ехать, в чистых штанах, там, в чистой кофте какой-то, в куртке, шапка, ну все, и обувь. Если я не буду там участвовать в каких-то закрываниях, открываниях прицепа, там, ну и все такое, не знаю, заправка там, ну, в общем, что-либо возле машины. То есть пришел, сел и поехал. И вот второй комплект, такой как бы среднячок. И не робо, и не чистый. Но я в нем могу там потереться вокруг машины, открыть, закрыть тент, полезть, самосвал поднять, выгрузиться. Где-то залезть в этой куртке там и в штанах под прицеп там. О, ну, то есть среднее. То, что и вымазывается как бы, и я в нем как бы могу и тоже за рулем находиться. И третий это уже конкретно роба. Та, которая у меня в пакетах, я показывал, бомбалюки. Которой я уже конкретно одеваю там валенки, грязный комбинезон, там еще куртка есть. Куртка, правда, тонкая, холодная, ну, я ее одеваю на несколько кофт. Я вот и сейчас, у меня на мне сейчас 3 кофты с длинным рукавом. То есть они тонкие, но чтобы было удобно. И сверху, если я одену ту куртку тонкую, тогда я могу уже лазить с семочкой, с лопатой, как бы и не будет холодно. То есть натягивать на себя кучу кожухов и махать лопатой тоже не особо прикольно. Потому что ты будешь потом весь мокрая спина. Пылище стоит столбом. И заболеешь, в общем-то. В общем, такая вот загрузочка у нас сегодня была. Холодная, ветреная. Ну, нормально, зато не пришлось там лазить с лопатой. Надо, кстати, прикупить лопату. Я ту лопату, которая была, выбросила, она там сломалась, вся уже разлезлась. Короче, все. Я ее крутил, уже пытался ремонтировать, выкинул нафиг, да, надо будет купить. Еще один момент по работе. Ну и по одежде, да, я уже сказал. Вообще, как бы, лишние теплые вещи зимой не помешают в кабине. Пускай лучше лежат. Там несколько штанов лишних, какие-то носки теплые. А вообще вот такая работа, и на шторе бывают нюансы, ну, везде. Зимой я когда-то еще в Польше столкнулся, у меня настолько полопались руки, пальцы, вот здесь вот. И я пару дней не мог нигде купить крем, но вот не попадалось. Какой-нибудь заживляющий или такой против мороза, вот когда обветриваются руки. То есть пыльная работа, это ты постоянно эту пыль надо убирать, сдувать, выдувать, постоянно мыть руки, умываться. Это все обветривается, поэтому, ну, будете, если вы не моете руки, ну, будете как черт тогда ездить. Либо будут раны большие, серьезные, и оно очень болит. Такой вот рабочий денек, ребята. Всем пока, всем удачи, до новых встреч, до новых видео. Будем на связи, увидимся.